у нас Швейцария. Вам слово, пожалуйста. Я хочу сказать, что если человек, Успенский, в течение почти 40 лет поддерживал секту, да, группу Столбуна, в которой мордобой и унижение людей, детей было нормой, он об этом прекрасно знал. О чем это говорит? О том, что у человека просто такая шкала ценностей. Он всю жизнь поддерживал преступника. Но в советское время это не считалось преступлением. Виктор Столбун – психиатр-недоучка, называл себя гениальным психологом. Без медицинского образования, пользуясь связями, ему удалось создать закрытую клинику. Ему верили, несли деньги, приходили целыми семьями, приводили друзей. Он утверждал, что вылечит любого от алкогольной и наркотической зависимости. В разное время его почитателями были Ролан Быков, Владимир Шаинский, Эдуард Успенский. Свидетели, которые побывали в секте Виктора Столбуна, рассказывают страшные подробности. Их унижали, избивали, заставляли сутками работать. За неуважение и непослушание строго наказывали. По свидетельствам очевидцев, Столбун устраивал оргии. У него 30 детей от разных женщин. В 2005 году лекарь-психиатр умер. Секта распалась. Что для вас Конечно. было самое страшное в секте Столбуна? Ну, самое страшное, наверное, то, что меня родители просто взяли и отдали. Это предательство с их стороны, я считаю. Это, с этим очень трудно смириться в течение жизни, потому что это такая система отношений в семье, когда можно взять и ребенка куда-то отправить и решить, что кто-то это сделает лучше тебя, вырастет его. Не родители мной занимались, а в итоге я росла у какого-то чужого сумасшедшего дяди, который был окружен тоже, в общем-то, сумасшедшими людьми, я считаю. Это самое страшное. Ну, как я понимаю, вот здесь многие считают, что это не проблема Столбуна, это проблема ваших родителей, которые отправили вас туда. Вы согласны с этим? Ну, не просто так. Это харизма Столбуна, не поверили. Если мы сейчас обсуждаем Успенского в качестве папы Тани, да, то получается, что тогда это проблема Успенского тоже, да, и Тани, что как-то так взрослые люди просто берут и отправляют своих детей в какую-то странную коммуну, где над детьми проводят фактически медицинские опыты. Почему? Нелегально. Что вы там увидели и что вас шокировало в этой секте так, что вы даже написали книгу, чтобы хоть как-то избавиться от тех страхов и комплексов, которые вы получили? Ну, представьте себе, ребенку 8 лет, я закончила 1 класс, и мои родители мне говорят, что они отправляют меня к бабушке на каникулы, да, в Душанбе. Бабушка им сказала, что у меня психические отклонения, потому что в 1 классе я не могла быстро выучить стишок, да, и там решить какое-то уравнение. Мои родители отправляют к бабушке в квартиру, где там мои любимые игрушки, но я там нахожу большое количество невероятно счастливых людей, которые все время ругаются матом, все грязные, все в овшах, которые собираются в круг, и в центре этого круга ходит странный такой человек по имени Виктор Давыдович Столбун. Все ему поклоняются, и он всем рассказывает, что мы живем в мире, который погибает, и этот мир надо спасать. Почему этот мир погибает? Потому что все больны шизофренией, у детей у всех психические отклонения, родители их неправильно воспитывают, и поэтому нужно переиначивать структуры личности людей, детей, родителей, менять все эти отношения нужно как бы изначально. Вот. Потом мне стали убеждать в том, что... Там избивали детей, потому что Таня рассказала мне, как однажды она сбежала оттуда после очередного избиения. Вас били там? Меня начали убеждать в том, что у меня галлюцинации, случаи шизофрении, делать тесты на функционирование мозга. Потом на меня начали воздействовать хлоротилом. Это такое, такое распрыскивающее средство, как я потом выяснила, наркотическое. Но мне кажется, это плацебо. Но главной частью метода был, в общем-то, мордобой, то есть механотерапия. Это считалось, что это нужно для того, чтобы дети стали расслабленнее, добрее, лучше, чтобы мы играли лучше в спектаклях. У нас же арт-терапия была. У нас была механотерапия, арт-терапия и трудотерапия. Плюс хлоротил. Вот это был метод, с помощью которого меняли структуру моей личности. Ну, как я понимаю, родители были в курсе того, что происходит, если они сами были там и сами проходили это лечение у Столбуна. Конечно. А что насчет Естественно. электродов, которые подключали к анальному отверстию? Ну давайте сейчас все-таки без этих подробностей на Андрей, федеральном ну, как канале. Это раз- шок, Андрей, который как я бы раз- хотел.